Всем привет! Вы на канале, где мы в принципе зачастую общаемся на моноколесную тему и все, что с этим связано. Но сегодня немного в другой формат ролика. Я его записываю для того, чтобы оправдать фразу «предупрежден, значит вооружен». Я надеюсь, что этот видос поможет вам избежать каких-то подобных случаев, не попадаться на мошенников, а если вы на них попадаетесь, то обезопасить себя максимально от всего этого. Новый вид мошенничества в Телеграме. Даже я бы, наверное, сказал, это не вид, а это, наверное, какой-то новый механизм, новая механика. И как потом в дальнейшем оказалось, да, действительно так и есть. И сейчас оно, скорее всего, будет набирать обороты, потому что, забегая наперед, скажу, что в принципе прикладывать усилий мошенникам к этому разводу вообще не нужно. То есть это делается просто на ура. Все по порядку. Значит, что происходило, что произошло и как от этого обезопасить себя в будущем. Поделюсь своими мыслями. Заходим мы домой в квартиру, и супруга говорит, что я ей звоню в Телеграме. Хотя до этого, если я даже и звоню, то я набираю обычно на обычном телефоне, и абсолютно никаких проблем нету. Кстати, если вы на канале впервые, полистайте видеоролики, возможно, вам понравятся какие-то видосы, вы станете подписчиком моноколесной темы. Я пока проверяю у себя в телефоне, как это я звонил, не звонил, в Телеграме тем более. Ну да, бывает, знаете, телефон живет своей жизнью где-то в кармане, там сам набирает, чаще всего это в Вайбере, но пока я листаю, я смотрю, в Телеграме нету никаких исходящих звонков. Пока мы это проверяли, соседи начали тоже звонить нам и говорить о том, что, слушай, Паша там всем какие-то смс-ки шлет, там еще что-то отправляет, какие-то просьбы, денег. В общем, я захожу в Телеграме в раздел «Устройства». И в разделе с устройствами вы можете посмотреть, логинился ли в ваш профиль кто-то, кроме вас. Я посмотрел, у меня там не было никаких устройств. Был мой телефон, мой смартфон и там, мой компьютер, все. То есть говорить о том, что мой профиль взломали, нет. Что в итоге оказалось? В итоге оказалось, что создали клон, дубликат моего профиля, да, с такой же фотографией, с таким же именем, с таким же описанием, да, в разделе описания. Все было идентично. И, честно говоря, я, имея на руках мой профиль и вот этот клон, я бы их даже не отличил. И с этого профиля людям шло смс-ка. Вот такого вот характера, такого содержания про то, что привет, долгани 3500 гривен, это около $100, до 23:00. СМС-ки начали отправляться где-то в 6 часов вечера. Аналогичная ситуация была у коллеги в моноколесном сообществе. В их домовом чате тоже якобы администратор отправлял в 3 часа ночи смс-ки всем своим там друзьям и там чатланам, назовем так. Хорошо создали клон, но а контакты-то откуда? Откуда человек знает контакт, если мой профиль не был взломан? Я проверил дополнительно Gmail, свой аккаунт тоже. Сейчас, понимаете, настолько все в уведомлениях, что даже если вы зайдете с другого устройства в ваш Facebook, ваш Telegram там, или ваш еще куда-то, у вас куча будет уведомлений и на телефоне, и на компьютере, и на почту придет уведомление. То есть говорить о том, что даже Gmail аккаунт для Android был взломан, не приходится. То есть было бы уведомление, было бы и так далее, и так далее. Что в итоге оказалось? Из моих контактов это сообщение было отправлено только одной группе людей. То есть не всему списку диалогов, который у меня был в телеге, не каким-то телефонным моим контактам, а именно одна группа, в ней люди, и им отправлялось сообщение. Эта группа была домового чата. Соответственно, она называлась по названию нашей улицы, по названию нашего дома, чат «Соседи». Что сделал мошенник? Мошенник взял, просто открыл телегу, вы прямо сейчас можете даже открыть в поиске, в Телеграме набрать «Соседи», «Соседи чат», на украинском «Сусиды чат», ЖК, там, не знаю, я набрал ЖК Комфорт Таун, там 3000 человек. Зайти в список участников этого чата. При условии, что эта группа, она открыта, она публичная, то есть она не приватная, она публичная. Если она приватная, вы зайти туда не сможете, вам должны выслать приглашение, чтобы вы в нее вступили. Но даже открытых групп, вот таких публичных, их сотни.
Заходите в мошенник, заходит в список участников. В списке участников находит, допустим, владельца, да, или администратора. Логично предположить, что именно к этому человеку у всех участников будет большее доверие. Ну, как минимум, они, возможно, его будут знать. И создает копию этого администратора. В данном случае я был как администратором, и была создана копия моего вот этого вот профиля. А теперь давайте логически подумаем, что чем меньше группа, да, чем меньше вот эта публичная группа, тем большая вероятность, что внутри участники знакомы между собой, знают друг друга. Если человек не реагирует, которому отправляется сообщение, ему идет набор прям в Телеграме. Что можно сделать? Да ничего не можно не сделать. То есть пожаловаться, насколько я понимаю, нельзя. Можно просто взять и заблокировать, послать этого человека, после чего он вас добавит в черный список, и ваш чат пропадет, он его удаляет, и все. Следующий момент. Эти группы, да, эти публичные чаты, они могут касаться не только домовых, внутридомовых групп. Это может быть детский сад. Это может быть школа, это может быть мамские какие-то группы, это могут быть группы велосипедистов, мотоциклистов, где они в принципе заточены по то, чтобы помогать друг другу. Я уверен, что если такой мошенник зайдет в группу мотоциклистов, да, мотобайкеров каких-то и скажет: друзья, только что ехал, там в меня въехал, там, не знаю, самокатчик, у меня там зеркало отвалилось, там, или еще что-то погнулось. Будьте добры, времена сложные, скиньте мне там, кто что может, там, по 100 гривен, там, по 10 долларов. Для вас это ничего, а для меня это покупка нового, там, не знаю, глушителя. И скинут. Потому что внутри байкерских сообществ они выручают друг друга. Внутри моноколесных сообществ, внутри каких-то велосипедных, если по детскому саду, и такие тоже есть публичные группы, я сам только что находил детские сады, частные детские сады, небольшие, большие. Опять же, я уверен, что если одна мамочка напишет всем этим участникам, то ее выручат. Давайте небольшой промежуточный итог подведем. Мошенник находит в поиске внутридомовую группу, как было, допустим, в моем случае. Заходит в список этих участников, при условии, что эта внутридомовая группа открытая, публичная. Заходит в список участников, выбирает администратора или другого рандомного человека, копирует, идет в подземный переход, покупает сим-карту, регит профиль, копирует фото, описание, имя. И в этой же группе, даже не вступая в нее, рассылает сообщения всем остальным участникам. Никакие профили даже взламывать не надо. Вы понимаете, насколько эта механика, она настолько проста, она настолько тупая, но настолько очевидна, на нее ведутся люди. Как обезопасить себя? Значит, первое. Можно зайти в Telegram, в настройки, установить двухфакторную аутентификацию. Я настоятельно рекомендую это сделать всем во всех соцсетях. Что это такое? Почитайте в Гугле, в Ютубе посмотрите. В двух словах, мошенник не сможет, зная ваш логин и пароль, просто так залогиниться там, в тот же ваш Facebook или в Telegram. Ему нужно будет получить код дополнительный, там сложности другие. Второе. Придумайте сложный пароль, если это Gmail там, или все остальное. И третье, самое основное, которое спасет вас от подобных ситуаций, закройте или попросите администратора закрыть вашу группу. Если это мамская группа, закройте. Если это группа детского сада или школы вашего класса, закройте. Если это внутридомовая группа, закройте. Сделайте ее приватную. Вот такая вот простая, элементарная, просто очевидная механика и технология. Будьте во всеоружие, предупредите тех людей, которых могут таким образом развести, предупредите друзей, которые состоят, а я более чем уверен, что каждый состоит в десятках подобных групп, в открытых групп, и которых точно так же могут развести. Если вам видео было полезно, обязательно палец вверх. Посмотрите на канале довольно много интересных, хотя не всегда касающихся разводов тематик, ниш. Ну и буду рад услышать ваш какой-то фидбэк по этому поводу. Были ли, возможно, у вас какие-то другие случаи, другие ситуации. Тоже буду рад услышать. До новых встреч, новых видосов. Всем пока.